Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите продолжение истории про дедушку Лешу, с которым мы познакомились и узнали о котором совершенно случайно. Нам рассказали, что здесь же, в том же населенном пункте, где живет бабушка Раиса, которой вот мы подарили бытовку, мы оставим тоже в описании ссылку на плейлист с ее участием. И нам рассказали, что здесь живет дедушка, можно сказать, в землянке. Как оказалось, это была не совсем землянка, дедушка Леша живет в разрушенном доме, у него нет крыши, он спит на полу, укрывается 3 одеялами, у него нет ни электричества, ни печки внутри. Мы оставим ссылку на видео, где увидите абсолютно всю его историю. И, конечно, увидев и поняв, как он живет, нам очень сильно захотелось ему помочь. Мы для начала привезли ему генератор, которому он был рад, он попросил, он будет им пользоваться и будет как-то, проведет себе свет, поставит обогреватель и будет хоть как-то отапливаться. Конечно, мы предлагали ему еще другую различную помощь, привезти спальник, начать заниматься вопросом электричества, но дядя Леша отказался, и мы предложили ему поставить бытовку, маленький домик, как мы это сделали бабушке Раисе. Вместе с ним мы съездили до нее, показали, как это будет выглядеть. Съездили, он убедился, но сказал нам, что был бы рад, если мы бы начали заниматься этим летом, что зимой там много снега, у них, не захотел, в общем, нас утруждать. А дядя Леша, он, чтобы вы понимали, он утром ходит на вокзал, так же, как бабушка Раиса. И чтобы не замерзнуть, он чистит целую огромную улицу, не знаю, метров 500 на ширину дороги, чтобы ездили машины, чистит снег людям и ведет, можно сказать, такой спокойный, тихий образ жизни, наполовину отшельнический. И все-таки мы просили, чтобы соседи ходили к нему, навещали и про нас рассказывали, чтобы, может быть, он захотел поставить ее раньше. Вроде бы как есть небольшие сподвижки. В сегодняшнем выпуске мы хотим разъяснить очень много нюансов по свету, по его родственникам. И вот еще много-много всего моментов. И мы очень надеемся, что сегодня дядя Леша даст нам добро, чтобы мы начали готовить бытовку. И ближе к концу января, к началу февраля ее поставили. И дядя Леша больше не спал на полу, а жил в нормальных человеческих условиях. Мы очень надеемся, что эта история будет также счастливым концом. И обо всем вы узнаете в нашем новом выпуске. Друзья, поддержите нас, подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши с вами инстаграмы. И прямо сейчас мы начинаем. Каждый раз приезжаем и не знаем, как у нас что вообще пойдет. Вот это вот все, это огромное количество снега нужно куда-то девать. Его нужно убирать. Плюс там вот этот проезд, который туда к нему на участок, он совсем маленький. Это нужно, может быть, даже будет часть забора убирать. Договариваться с соседом, чтобы он разрешил на это. Вот как минимум вот эту часть точно нужно будет убирать. И, возможно, что-то еще здесь. Мы трудностей не боимся. И надеемся, что у нас сейчас все получится. О, ничего себе. Дядя Леша что-то здесь почистил до земли аж. И вот так же нужно будет все трактором это все убирать. Конечно, дом вообще жесть. Здрасте, дядя Леш. Как у вас дела? Нормально. Сейчас очень много здесь местных жителей, о вас беспокоятся, хотят вам помочь. Нам целых 2 человека, у кого есть собственная, собственная техника, тракторы, они написали, что могут абсолютно бесплатно здесь почистить всю площадку. Нужно просто поговорить с соседом, вот с вашим, который здесь живет, и, соответственно, тогда будет проезд. И, зачем просто ждать зиму? Я понимаю, что вы беспокоитесь, потому что много снега здесь, что неудобно будет и так далее. Но если приедет техника, она это все здесь почистит, и уже будет место спокойно, чтобы поставить этот домик. Даете добро? Просто тут все зависит от вас. Видите, мы же не можем, знаете, к вам как в закрытую дверь стучаться, а вы отказываетесь. То есть, если вы даете нам добро... Я не знаю, что сказать. Дядь Леш, вы же видели, как бабушка Раиса живет? Видел там. Видели. Да. Вы бы в таком домике стали жить? Конечно. Конечно. Понятное дело, что за последние годы привыкли, что вы там один, сам по себе, вы там мало с кем общаетесь, и люди даже не знали, многие, что вы здесь живете. А сейчас вот они узнали, и многие вам хотят помочь. Я с кем попал, не связываюсь. Это правильно, конечно. Вы же нас не боитесь, доверяете же нам? Конечно. А тут что-то есть?
Есть, да. Всякие доски, не знаю, так, надо их убирать куда-то туда в сторонку. Так, что а ли. слушайте, если техника с ковшом, ей же без разницы, доски, не доски, она просто подъедет, их поднимет и Ну, скинет. это, конечно, правильно. Просто вот нам вся будет проблема, что вот там же очень-очень много снега на въезде. Ну, много. А это его надо с ковшом и туда. Ковшом, да, и туда. Ну, Пойдемте до соседа вашего, поговорим с ним. пойдем. Конечно, тяжело с дядей Лешей общаться, перепады настроения. В прошлый раз они тоже были, но у человека есть инвалидность, ну и какие-то вот проблемы все равно есть. Друзья, еще бы я хотел вам рассказать про партнера этого выпуска. Им стала одна из самых крупных мобильных игр, это Raid Shadow Legends. И в знак благодарности мне хотелось бы вам о ней немного рассказать. Raid — это лучшая RPG игра для мобильных устройств и ПК в стиле фэнтези. В игре имеется более 600 героев из разных фракций. В этом месяце Raid запускает одно из своих самых последних дополнений — список крутых боссов. Это самый большой, самый сложный и жуткий босс в игре — Гидра. Это абсолютный зверь, который соединил в себе качество многих других боссов. Гидра может разделить боль и нанести урон вашей команде. Она может напугать ваших героев, может окутать себя облаком яда и еще множеством других безумных вещей. У Гидры имеется 6 голов, и у каждой головы своя уникальная механика. А еще в этом месяце в Raid происходит очень много событий. Для начала Raid выпускает кучу потрясающих новых героев, а также совершенно новый крипт в Воинах Фракций для одной из понравившихся мне фракций Воинов Сумрака. Вдобавок ко всему есть множество различных мероприятий и турниров, в том числе специальное событие «Слияние», где вы можете получить одного из новейших легендарных героев Raid. Вы можете найти меня в игре под ником Игорь М. Помогите мне собрать 400 инсталлов, и каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает наш канал и помогает нам собрать необходимое число инсталлов. Качайте Raid только по моим ссылкам и получите в качестве нового игрока 1 древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также сюрприз в виде крутого эпического героя в качестве бонуса. Прямо сейчас переходите в описание под видео или сканируйте QR-код, который прямо сейчас высветился на ваших экранах. Поторопитесь, бонус будет действовать только следующие 30 дней. Здравствуйте. Можете одеться, поговорить мы хотели, ну, по поводу расчистки всей вот этой вещи. Сейчас. Нам предложили технику, ну, здесь тоже местные ребята, кто может приехать. Здесь у нас два варианта. Либо прочистить вот здесь, чтобы она доехала, и не знаю, правда, достанет манипулятор до туда или нет, и там выгрузить. Либо нужно вот это все расчищать, но это девать некуда. Просто если к вам на участок... Нет, тут все перемешку со шлаком и со всяким мусором, я не хочу. Просто, конечно, если вот это все расчищать, ну и тут прям целая история, даже, ну, где-то забор может помешать. Вот мы хотим поставить, ну, вот вдоль вот этого забора, от забора и до дерева он будет. Ну, то есть, грубо говоря, тут вопрос в том, что расчистить, в принципе, можно. Вопрос в том же, достанет ли стрела до сюда. Ну, она, может быть, достанет, но она чем длиннее выдвигается, чем больше угол, тем меньше у нее грузоподъемность. Надо знать, какой вес. А если, да, заборчик часть убрать? Ну, тут убирать нечего, он уже убран. Нет, ну, вы же, если что, не против? Ну, конечно. А мы потом летом вам его поставим. У меня была на этот счет мысль, что Ясно, как вы будете понятно. его разгружать, этот вагончик. То есть здесь не вариант. Ну, я тоже не представляю, как здесь. А если от вас, вот он здесь по прямой проехал, прочистил, приехал трактор, приехал манипулятор с вагончиком, и вот сюда его чик со стрелой вытащил. А еще такой вопрос. Дядь Леш, вы, я так понимаю, вообще электричество себе не хотите? Это электричество, генератор. Нет, обычное электричество. Обычно не надо. Просто можно же было там сделать техническое присоединение, поставить столб с счетчиком и уже к вам в бытовку. Это я не хочу, не надо. Вон, генератор. И мотор завелся, я загорелся, и хорошо. Так и им же постоянно не будете же пользоваться, там сколько бензина-то будет уходить? Бензин, я купил бензин. То есть вы будете по необходимости пользоваться генератором, да. включать, а в самой бытовке там печку поставить, буржуйку. Да. Там будете топиться печкой. Нам просто предлагали... Что бы вы не сделали, в любом случае это будет лучше, чем то, что сейчас. Ну да. Нам просто предлагали с кем-то договориться из соседей, познаете, как вот, не знаю, ставится как-то типа доп. Счетчик, и, допустим, от него кидается провод, и сколько накапало, просто платить за это электричество. Еще проблема с напряжением. То есть у нас низкое напряжение, и нужно от другой фазы подключаться. Потому что у меня вот сейчас вот
допустим, зимой, да, когда вот электроотопление включено у всех, ну где-то там 170-180 напряжений. Если еще кого-то подключить, то оно упадет, ну, да? нужно от другой фазы подключаться. Да. То есть все-таки техническое присоединение нужно Ну, делать. желательно, да. Можно поставить фургончик, у вас там будет в нем печка, в которой вы будете топить, у вас будет тепло. Захотите, можете генератор кинуть. А потом уже, если захотите, можно будет и свет сделать. Если не захотите, ну и не будем делать. Свой генератор подсоединяться не надо. Не надо. Ну все, договорились, Я дядь не Леша. хочу это. Договорились. Мы 3 сестры, как вот вам говорила, мы все это слышали, знаем, что вы там участие прикладываете большое. Вам, конечно, спасибо. Жизнь такая долгая, что рассказывать много надо. Я вам вкратце Да, скажу. если можно, вкратце. Сейчас мы не общаемся. Угу. Уже, наверное, лет, лет, наверное, 6. Не сразу вот это все вот так вот было. Мы нормальные люди все, нормальная семья. Папка купил ему вот этот дом в 73-м году. Да. Мы помогали поначалу-то все вот это. Бегали. У нас старшая сестра за место матери нашей. Я младшая сестра его. А, вы младшая. А остальных сестер сколько? Ой, старые все, Игорь, старые. Галине 81, а Марье 77, да, все старые уже. Мужей потеряли, мужья умерли. Что он говорит, у него инвалидность. Она у него в чем инвалидность? У него постоянная инвалидность, я уже не помню, 2-я или 3-я группа. Какой диагноз? В чем она инвалидность? Голова. Он на учете, он стоял на учете очень давно это, как сказать, не с малых лет, с юных лет, что ли. Он заикался сильно, сейчас говорят, ты знаешь, вины нашей абсолютно никакой нет. Конечно, я понимаю люди же, что знают, бывают семейные всякие знают, вот эти моменты. Мы нормальная семья, всячески помогали, Да. и мама, и папка. Знаем, как он живет. То есть вы через кого-то узнаете, как он живет, что у него... Мир в Одессе, все равно ведь, В общем, у вас там семейный такой конфликт произошел, и вы просто, перестали общаться. Мне самой уже не 20 лет. И что я буду? Что я, Игорь, буду? Спасибо вам большое, Игорь. Все мы слышали, это очень большое спасибо. Пожалуйста, мы 3 женщины, 3 старых женщины. Да, понятное дело. И что? А он какой Геракл ходит. Он, кстати, по-моему, не болеет нисколько. Дядь Леша, да, он в форме себя держит. Да, ему 72 года. А ты посмотрел, в больнице, наверное, ни разу не был. У него сейчас там с глазом что-то, мы предлагали какие-то лекарства, он отказался. Но уже получше с глазом у него. Ладненько, у нас, если еще какие-то вопросы будут, я вам позвоню. Да, спасибо, что рассказали. Мы все прекрасно понимаем. Леш, как вы вот эту неделю жили? Так хорошо жили все. 3 одеяла укрылся и тепло. Вы когда спите, вы прям вообще в холоде? Или вы говорили, у вас там какой-то чайничек керосиновый, либо что? А у меня есть печка на керосине. Да. Я утром разжигаю и воду грею, чтобы пить. И хлеб оттаивает, тоже ем. И сало ем. Хлеб да сало. А от нее хоть какое-то тепло идет? Идет, тепло идет, конечно. А когда спите, вы не включаете керосиновую? Нет, уже нет. Одеяла у вас хорошие, теплые? 3 одеяла, хорошие. Может быть, какие-то теплые одеяла принести? Да нет, не надо, Тоже я не отказываюсь. надо. Мы сейчас просто поедем, будем общаться еще по домику, по строительству его. Что бы вы хотели, чтобы там внутри было для вас? Я не знаю. Вы же там на полу не будете спать? Мы не допустим, чтобы вы там на полу спали. А там на полу, если у меня матрас там... Кровать вам туда. А кровать не надо, без кровати, так, пока Как так. это не надо? Без кровати. Не, мы вам поставим кровать. Это бесплатно, это ж подарок будет. На кровати давно спали? Давно уже, давно. Сколько я уже не знаю, много лет. Люди многие увидели, как вы живете, они, конечно, прям многие вам сочувствуют, сопереживают, что у вас так случилось. А лучше как печка, чтобы она была на дровах, или, может быть, еще уголь? Не, уголь не надо. Уголь не надо?
только дрова. Я уголь не люблю. Дрова лучше, да? Да, дрова лучше, да. А может быть, если там вам вот тяжело живется, же есть же там в дом престарелых куда-нибудь, ну там вот люди доживают. Ладно, я там не пойду. Вы не Нет. хотите сами? Нет, не хочу. Если я там буду жить, тогда в Локтях никогда не буду. Лето придет, я съезжу туда, там свои эти 3 сестры живут. Смотрите, есть такой вариант, может быть, я просто думаю, за эти деньги, что стоит бытовка и вот это все там с печкой, может быть, вам взять домик недалеко от сестер, вы там будете жить? Слушай, там видишь, как хлеб возят плохой, а выходные они совсем не возят. Тут-то лучше. То есть там структура, ну, инфраструктура не очень развита. Ну, здесь больше магазинов, все можно купить. А там этого нету, да? Там нету. Вам жить лучше именно здесь, на постоянке, здесь, да, а летом вы там можете к ним ездить, например. Да. Ну, понял. То есть все равно, ну, лучше здесь вам. Лучше здесь, да. Лучше здесь. Ну, вам нужно, и вы хотите именно прям вот только здесь жить? Или вы, может быть, готовы уехать в другой домик на соседних улицах? Нет, туда не поеду. Никуда. С места срываться я не хочу. Что вы не хотите, да, с этого места уезжать именно? Ну, я сколько лет здесь жил, и здесь хочу жить. Да. Да. Может быть, пока что вот 2-3 недели, пока будет делаться эта бытовка, может быть, какую-то квартиру, в квартире вы поживете? Да ну, не хочу, не хочу. Просто мы могли бы вам снять квартиру, где вы бы один жили, допустим, однокомнатную, и сейчас какое-то время там пожить. Да не надо, я здесь буду жить. Не хотите, потому что здесь что-то может кто-то там нахулиганить, в общем, на территории. Да. Дядь Лёш, ну, даете нам добро на наши действия? Конечно, понятно, жить буду у него. Уже в старенький домик не вернетесь спать точно, на полный тут холодный. Конечно. Так, ну тогда что? У нас зеленый свет от дядь Лёши, да? Ну, ладно. Можем начинать. Дядь Лёш, все, тогда мы сейчас пойдем дальше договариваться по поводу тракторенка. Я тракторенка, ну. И к вам еще вернемся. Вань, ну, слушай, я прям очень-очень рад, что вроде бы как у нас все получается и все идет по плану. Конечно, эта история, она очень похожа на историю с бабушкой Раисой. Получается, трудности, которые происходят, да, и вот преграды, которые нам приходится, да, как-то вот из них выбираться, они вот все время разные. Казалось бы, что и там бытовка, и тут бытовка, но по итогу, что наполнение совершенно другое бабушки Раисы, есть электричество, мы там это все делали, разводили. У дяди Лёши, получается, его нет, и он его сам не хочет. Мы можем сделать отверстие под провод для генератора, да, который будет стоять на участке у дяди Лёши. Какую-то разводку тоже сделать для светильников. Ну, также, в общем, сделать, но именно сам факт, что подключиться под столба там, да, делать не получится. И в эту бытовку нужно будет продумывать ее так, чтобы туда поставить печку, чтобы это было безопасно, надежно и всем этим можно было пользоваться. И это все уже мелочи для меня на самом деле, что это мы уже 100% с этим совсем справимся. Самое главное сейчас это все теперь нам организовать. Конечно, я прям безумно рад, я надеюсь, что и вы очень рады, что у нас все получилось. Дядь Лёша поначалу также откалывался, говорил летом. А сейчас вот вроде бы мы с одними соседями он познакомился, они вот здесь тоже недавно живут. Другие соседи, они вообще полгода как купили участок. И вроде бы у нас все складывается. Он заикался. Сейчас он как-то меньше заикается. В школе, когда были, он заикался. Ему надо шататься было, чтобы выговорить слова. И он вот этого стеснялся. Девчонки там... Он что-нибудь начинал, так хихихи, ну как на смешечке, промолчится-то и все. А писать он писал в тетрадях. А в школе там не обижали его, не знаю, там другие ученики? Нет. Этого не было вообще такого. Он очень нервный. Нервный, да. Он был очень, сейчас он намного спокойнее, очень хорошо разбирался в радиотехнике. Когда у нас строили здесь военные площадки, очень много на свалке было всяких этих диодики, ну и конденсаторов всяких штук, да. Я в них не разбираюсь. Вот это у него не отнять. И он делал спичечный коробок, напаяет между собой этих диодиков и радио. И радио работает, то есть ремонтировал. Он собирал своими руками, там запчасти брал, где-то что-то найдет, мотовелик.
В то время у нас ни у кого не было не только мотовелика, но том такого велика. А он сам делал, да, из подручных средств все это дело? Делал, да, у него вот это не отнять. Он играет на инструментах, на музыкальных, на как бы не на баяне или гармошке. А можете вот про папу его рассказать? Вот что он за человек был, кем работал, какой там, не знаю, характер у него был? Обыкновенный тракторист, обыкновенный сельский работник. Никогда он не стремился никуда в какие-то места, а работал и работал по и возчикам, и трактористам, и на комбайнах. Он как бы к гаражу привязанный. Я не скажу ничего плохого за сестер, сестры спокойные. Да, мы с сестрами познакомились. Он нигде не отставал. Во всех работах у нас тогда был школьный сад, этот огород. Вот, картошку садили, там все это как бы у нас было в норме и в обязанности. Занимался обычными, чем все ученики, тем и он. Нигде он ни в сторону не уходил и ничего. Единственное я еще, что вот он на уроках не мог устно отвечать, письменно писал, а устно из-за заикания он сейчас меньше заикается, а раньше он по ней будет качаться, потом только выговорит слово. Ну, понятно, в общем, тяжело ему было это. У него была нервная система ошибка, он мог будиться определенный момент, и у него все это проходит. Ну да, мы тоже заметили, бывают перепады настроения у него. Самое главное, гадости никогда в жизни он никому не сделал. Привет! Приветствуем. Как дела у тебя? Нормально. Все хорошо. С прошедшим праздником. Да, и тебя. Сейчас минуточку дайте, я сейчас поднимусь все там. Давай, мы сейчас как раз тоже соберемся. Чтобы вы понимали, Паша приехал специально, чтобы он мог завтра уже заказать металл и начать там все уже потихонечку собирать, чтобы мы не теряли время. Сегодня выходной день, вот он приехал, и Паша, конечно, большое-большое за это спасибо. Мы к тебе с новой проблемой. Для вас проблема, для меня работа. Да, история еще она сложней. Мы ему подарили генератор. Может быть, потом летом мы его еще уговорим. А сейчас до лета, скорее всего, будет генератор. Вот, надо будет просто вывести провод с вилкой, наверное. Ну, не проблема, сделаем розетку, да, выведем вот, электричество. соответственно, топиться там только печь ставить. Ну, это однозначно. Просто, как сейчас живет бабушка Раиса. Ну, как, кстати, она живет. Да, прям года не видел, у нее все хорошо, она счастлива, прям все прекрасно. Я просто сам не думал, что там настолько будет тепло. То есть она работает только один обогреватель. Сейчас прогрелось все у них, все нормально. Да, то есть она, во-первых, и не остывает, и очень быстро тепло набирает и держит. Реально хорошая получилась, теплая, качественная бытовка. Поэтому мы не стали кому-то другим обращаться, искать там бэушный. То есть мы знаем, что ты сделаешь хорошо, теплую, и поэтому решили обратиться к тебе. Что у нас по срокам? Ну, сроки сейчас чуть-чуть увеличились. Промежуток такой, новогодние праздники, есть, что не производили поставку материалов наших. Да, в прошлый раз была заготовка, а сейчас вы с нуля будете делать. Сейчас с нуля, да. Ну, грубо сказать, постараемся уложиться, конечно, в минимальные сроки. Но это 1-2 недели. Здесь как ни крути. Паша еще говорил, что сейчас цены поднялись, но в принципе они на рынке цены поднялись после Нового года, да. Но вам я делаю вот по старой цене также. Павел нам сделает по тому же ценнику, что мы делали для бабушки Раисы. То есть нам нужна точно такая же, только мы туда еще печку поставим. Но печку, да, мы отдельно. Тогда мы еще не знали вообще, сколько это может стоить. Сейчас мы уже точно знаем. У нас с крылечком, с крышей вышла та бытовка что-то около 190 тысяч. Да. А потом уже внутренности и печка, это, конечно, выше. Вот у нас вся история с бабушкой Раисой, вот мы же потом довозили ей вот для дома, обжиться, ножи. Да, у нас вот если, можно сказать, под ключ вот это все дело вышло около 300 тысяч рублей. То есть мы сейчас тоже на эту сумму ориентируемся. Дядя Леша все равно что-то, что было у бабушки Раисы, не нужно. То есть там как раз печка, плюс-минус те же деньги и будет. Так что такой расклад. Мы сейчас заключаем договор, вносим предоплату. Нужно сейчас тоже грамотно распланировать пространство. То есть холодильник ему нет смысла ставить. Вещи, электроприборы в основном. Электроприборы нет. Освещение мы ему сделаем. Розетка, конечно, сделана. Да, на розетке на всякий случай. Напишите, пожалуйста, еще в комментариях, вот как лучше нам это сделать. А лучше, наверное, давайте в этот четверг, 20 января, проведу прямой эфир на канале
в 6 часов вечера по Москве. Приходите, с вами там на месте обсудим, может быть, даже что-то порисуем, какие-то планировки, и придем к какому-то вместе логическому заключению, чтобы у дяди Леши все было грамотно. Хоть и история одна, что да, также дарим домик небольшой, но тут внутренности и вот это все расположение совершенно все другое. Жду вас всех на прямом эфире в этот ближайший четверг. Я вношу предоплату 50 тысяч, чтобы Павел завтра начал уже все закупать. К четвергу-то я тебе уже вышлю каркас. В Инстаграм вышлем фотографию, как это будет выглядеть, чтобы тоже уже не беспокоились, понимали, что у нас весь процесс Да уже беспокоиться. запустился. Ладно, отрабатывали. Да. Друзья, обратного пути уже нету. Самое главное, что дядя Леша нам дал добро, что вроде бы разобрались, как это все расчищать, куда ее ставить, дали соседи добро. Я хочу обратиться к вам, попросить вашей помощи. Если кто-то хочет нам помочь, присоединиться в помощи к дяде Леше, я в описании оставлю реквизиты, куда вы можете перевести любую сумму, и мы вам будем очень благодарны. Если у кого-то нет возможности, ничего страшного, вы нам можете помогать, писать комментарии под этим роликом, чтобы YouTube продвигал это видео, делиться со своими друзьями, делать репосты. Все это на самом деле как кирпич к кирпичику складывается, и вот нам с вами удается делать все то, что мы с вами делаем, и доводить наши все истории до счастливого конца. Всем большое спасибо. Уже через 2 недели, может быть 3 максимум, увидите, как мы, я думаю, будем чистить уже площадку и привезем новый домик дедушке Лёше, и дай бог, чтобы все было хорошо, у нас все замечательно закончилось. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши с вами инстаграмы. Спасибо Пашу, что он делает работу качественно и старается максимально быстро все это сделать. Увидимся с вами через неделю. Пока.